В этом видео я расскажу, что можно посмотреть в Канкале, как сюда добраться и где попробовать самые вкусные и при этом недорогие устрицы. Вы увидите красивые места с обзорными площадками и получите маршрут с путеводителем по этому городу. Канкаль расположен в Северной Британии и является устричной столицей Франции. Канкальские устрицы считаются мировым брендом, поскольку еще в XVI веке как раз отсюда и доставляли эти устрицы королевскому двору. Сегодня же они поставляются не только в разные города Франции, но и за ее границами в различные страны и считаются одни из самых лучших. Кстати, именно благодаря тому, что Канкаль постоянно снабжал короля устрицами, эта деревушка получила статус города. Сегодня здесь проживает около 5000 человек. Половина местных жителей до сих пор продолжает заниматься устричным промыслом, выращивая их на фермах, потом собирая и сортируя, а затем и продавая конечному потребителю. Именно за устрицами и едут в данный городок, где их можно купить за очень бюджетные деньги. При этом выбор будет огромный. А поскольку доставка устриц является достаточно сложной задачей, ведь они должны быть всегда свежие и не замороженные, таким образом до конечного потребителя доставляется всего половина. Отсюда и столь высокие цены на них в других городах. Кстати, цена на устрицу зависит от их вида и размера. В названии пишут номера 1, 2, 3 и так далее, что указывает на средний вес каждой устрицы. Таким образом, чем меньше цифра, тем крупнее устрица по размеру. Устрицы бывают плоские и глубокие. Самыми популярными считаются глубокие, продолговатой формы. На рынке можно купить тарелку ассорти из разных видов устриц. За 12 штук она обойдется в 12 евро. Конечно же, к ним, как правило, покупают вино, там же на рынке. И на берегу, наслаждаясь пейзажем, смакуют данный деликатес. После чего пустые раковины выкидывают обратно в залив, где они измельчаются во время приливов и отливов. Для туристов это уже стало некой традицией. Ежегодно в Канкале выращивают до 5000 устриц на фермах и около 10 тысяч собирают в заливе. Однако Канкаль является не только главным рыболовным портом, а также и популярным туристическим городом. Ежегодно его посещают 140 тысяч туристов. Доехать до Канкаля можно из Сен-Мало на 5-м автобусе. Цена проезда есть на официальном сайте перевозчика. Там же можно и посмотреть путь следования автобуса и купить билет онлайн, поскольку в самом автобусе такой возможности не будет. Если покупать билет на 1,5 часа действия, то цена составит 2 евро. Автобусы ходят каждые полчаса. Недалеко от автобусной остановки в Канкале находится музей, где за 6 евро можно познакомиться с историей устричного хозяйства Канкаля и кораблей. Если немного пройти, то вы попадете на главную площадь города, где расположена церковь Сен-Мен. Она была построена в честь основателя Канкаля, святого Мена. Напротив церкви имеется интересный фонтан, посвященный женщинам, которые промывают устрицы. В свое время устрицы вылавливали вручную, после чего улов нужно было промыть, очистить и отсортировать по размеру. При этом работать нужно было в любую погоду, поднимая тяжелые корзины, через которые стекала вода. И именно женщины и выполняли эту сложную работу, поэтому в их честь и создали этот памятник. Чуть дальше находится мэрия Канкаля. Ну а после можно направиться к 2 обзорным площадкам, где открывается красивый вид на город и залив. Далее по дороге вам встретится памятник памяти погибших в Канкале в 2 мировых войнах. Там же можно снова полюбоваться видом на залив Ла-Манш. Далее по тропинке можно выйти к городскому рынку в Канкале, где недорого продают свежие устрицы. Он работает каждый день с 9 утра и до 19:00 вечера. При покупке устриц вам их выдают на тарелке, которую потом нужно будет вернуть. При вас же эти устрицы и вскрывают. И, кстати, не просто так к ним подают лимон. Он нужен не только для вкуса. Во-первых, таким образом проверяют устриц на свежесть. Если при попадании на устрицу лимонного сока она сокращается, значит она еще жива и ее можно есть. Если же реакции нет, то, скорее всего, устрица мертва и есть ее нежелательно, поскольку пока устрица жива, она очищает себя, выступая живым фильтратором, а после смерти на ней начинают быстро размножаться патогенные бактерии, что может привести к отравлению. Также здесь на берегу вы увидите очень красивые виды на пляж и скалы.
Рядом с устричным рынком находится небольшой маяк, построенный из каменных блоков. Он не используется с 1936 года и сегодня является достопримечательностью Канкаля. При желании можно прогуляться вдоль пирса, который расположен возле маяка, где также открываются великолепные пейзажи. Ну а потом можно дойти до площади Шапель и прогуляться по красивой набережной, где находятся симпатичные домики с кафе, магазинами и ресторанами. Вдоль нее вы будете видеть пляж, который является портом для рыбалки и разведения устриц. Здесь вам будут также попадаться бесплатные общественные туалеты. Если рассматривать пляжи именно как для купания, то самым популярным в Канкале для этих целей считается песчаный пляж Пор-Мэр с пологим заходом в воду. Здесь имеются туалеты, парковка и спасатели. Недалеко от него, кстати, находится утес с захватывающим видом на залив и монастырь Мон-Сен-Мишель. Кто любит более дикие пляжи, тогда стоит обратить внимание на пляж Вержи, окруженный скалами. Здесь меньше людей, чистое море, песок и камушки. Также недалеко на утесе расположена старинная часовня с панорамным видом. Однако учитывайте момент, что вода всегда прохладная и даже летом не превышает 20 градусов. И не забудьте посмотреть расписание приливов, чтобы не гулять потом по морскому дну вместо плавания. Потому что здесь так же, как и в Мон-Сен-Мишель, наблюдаются мощные приливы и отливы. Далее можно направиться на устричную ферму, где вы посмотрите короткометражный фильм об этой отрасли. Затем вам проведут экскурсию по цеху с дегустацией устриц. Цена входного билета стартует от 10 евро. В Канкаль обычно приезжают с сентября по апрель. Летом хоть и можно купаться, но для устриц это не сезон. В это время они размножаются. В любом случае, в какой период вы бы ни приехали, всегда найдутся свои плюсы для каждого сезона. А для любителей устриц это просто рай, поскольку именно здесь они самые вкусные, свежие и дешевые. Такое редкое сочетание вы встретите только в Канкале. Поэтому те, кто посещает Сен-Мало или Мон-Сен-Мишель, как правило, захватывают и Канкаль. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски с инструкцией к путешествию.